Приветствую всех! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня готовлю мой любимый серый хлеб. Такой хлеб в советские времена продавался в хлебных магазинах по 16 копеек. Мои родители не любили белый хлеб, говорили, что он безвкусный, и всегда покупали серый хлеб. Он был действительно такой вкусный, что мы, дети, тоже полюбили его. Но в магазинах сейчас продают хлеб совсем не такой, и поэтому я готовлю хлеб дома. Он совсем не крошится долго, не черствеет и не плесневеет. Этот хлеб очень вкусный и пахнет настоящим хлебом. И первым делом в стакан я кладу чайную ложку ржаного солода и заливаю его крутым кипятком 100 мл. Если у вас в магазине не продается солод, то можете купить его в интернет-магазине Валберес или Озон. Оставляю его завариться на полчаса. Прошло полчаса, солод заварился, и заводим тесто. В миску наливаю 300 мл теплой воды. Затем я беру вот такие дрожжи, я их покупаю, замораживаю. И теперь смотрите, я буду готовить две небольшие булки. Вот тут есть деление 25 грамм. Вот этот кусочек мне как раз на две небольшие булки хватит. Развожу дрожжи в воде до полного растворения. Затем кладу 2 чайные ложки сахара и вливаю солод. Я его процедила через сито. И теперь частями всыпаю муку и завожу тесто. Затем кладу 2 чайные ложки соли и 2 столовые ложки ржаной муки просеиваю через сито. Затем вливаю 2 столовые ложки растительного масла, это 40 мл. Всыпаю оставшуюся муку и замешиваю тесто руками. Миску смазала растительным маслом, положила туда тесто, накрываю и оставляю для подъема на час. Ну вот прошел час, тесто подошло, и теперь нужно сделать первую обминку. Руку обмакиваю в воде и начинаю обминку. Тесто беру вот таким образом, тяну, растягиваю, насыщаю кислородом. И так по кругу. Такую обминку нужно сделать 2 раза. Накрываю и жду, когда подойдет второй раз. А второй раз будет подходить быстрее. Ну вот тесто у меня расстоялось. 2 раза я делала обминку. Теперь я ее делю пополам. Можно взвесить на весах, чтобы получились одинакового размера хлеб. Теперь руками я растягиваю вот в такой квадрат. И теперь сворачиваю 1 раз, запечатываю. Снова сворачиваю, снова запечатываю. И так до конца. Защипываю края, и тесто сформовано. Выпекать хлеб я буду в стандартных формах для хлеба кирпичик. При первой покупке таких форм они смазываются маслом и обжигаются в духовке. И перед каждым приготовлением я все равно тщательно смазываю их маслом. Уложила тесто в форму, немножко прижимаю, накрываю полотенцем и даю тесту подняться в форме примерно полчаса. Тесто в форме поднялось, не нужно сильно, чтобы оно поднималось. Вот такого подъема абсолютно достаточно. И обязательно сверху брызгаю водой. И отправляю в духовку разогретую до 200 градусов на 40 минут. И вот такой румяный красивый хлеб готов. А какой аромат стоит, бесподобный. Хлеб обязательно нужно положить на решетку, чтобы он не мокрел. Посмотрите, какой он румяный, красивый. И оставляю так хлеб до полного остывания, потому что в горячем хлебе процесс готовки внутри продолжается. Ну вот хлеб остыл, и сейчас мы его попробуем. Сейчас я отрежу и покажу вам, какой он внутри. Посмотрите, какой. Какой воздушный, мягкий хлебушек. Посмотрите, какой он пористый, насыщенный кислородом. Замечательный хлеб. Но это корочка. Это же просто сказка. Ой, посмотрите, как мякиш тянется, он не крошится. Это великолепный хлеб. Ну и такой хлебушек. Да со стаканчиком молока. Ой, ну как же это вкусно! Прям как в детстве.
Готовьте такой вкусный хлеб, который действительно пахнет хлебом, не портится и не плесневеет, и не крошится. Ну и если вам понравился мой рецепт, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть и они пекут такой вкусный домашний хлеб. Всего вам доброго, мира вам и добра, здоровья и благополучия. Удачи на кухне, до новых вкусных встреч. Пока-пока!